Здравствуйте. Спасибо, что вы здесь. Сегодня хочу поговорить о вопросе, который касается каждого. Почему мы снова и снова проживаем одни и те же ситуации в отношениях, в эмоциях, в работе? Как будто жизнь мягко повторяет нам один и тот же урок. С точки зрения ведической астрологии, повторяющий сценарий – это не случайность. Это отражение нашего внутреннего мира, нашей эмоциональной памяти, наших неосознанных реакций и тех зон, которые мы еще не освоили. Луна – наш психологический фундамент. Она показывает наш эмоциональный паттерн, как мы чувствуем, как реагируем, как ищем безопасность, где у нас уязвимость и что для нас ощущается правильным и знакомым. Луна – это то, что мы принесли из раннего опыта, поэтому именно Луна часто становится причиной того, что мы повторяем одни и те же реакции, даже если ситуация изменилась. Пока Луна остается неосознанной, мы реагируем автоматически. Потом Раху. Это страх, желания, которые ведут нас в будущее. Это второй элемент, который связан с повторяющимися сценариями. И Раху – это не хаос, не разрушение. Это наши будущие шаги. То, к чему стремится наша душа, что вызывает сильное желание и в то же время страх, потому что это для нас ново. Это зона, где мы развиваемся. Раху – это портал в будущее. Это стремление, тяги, желания, которые двигают нас вперед. Но потому что они новые, они вызывают страх, сопротивление, сомнения. И именно эта смесь «хочу, но боюсь», «тянет, но не понимаю как» создает ситуации, которые возвращаются. Жизнь как будто повторяет: посмотри сюда, тут твой рост, тут твоя миссия, тут твое будущее. Когда мы начинаем принимать энергию Раху, сценарий перестает повторяться, потому что мы больше не избегаем того, что нас развивает. И есть еще дома, которые включают повторяющиеся сценарии. Четвертый дом – это эмоциональная память, фундамент, то, как нас любили, как к нам относились, как мы научились реагировать. Седьмой дом – партнерские отношения, которые меняются очень тяжело, потому что требуют зрелой работы над собой. Здесь повторяются типаж партнеров, роли, динамики, боль и уроки. Восьмой дом – скрытые страхи, глубинная карма, трансформация. А если дом активирован, возвращается ситуация, о которых мы обычно хотим уйти. Но именно они дают зрелость, глубину и силу. Почему сценарий вообще повторяется? Не потому, что с нами что-то не так, отнюдь. И не потому, что судьба наказывает. Потому что наш ум ищет знакомое, даже если знакомое больно. И потому что душа пытается перевести нас в зону роста. Как прекратить повторение? Осознать свою Луну, свои базовые реакции. Осознать свой четвертый дом, свои детские паттерны, принять энергию Раху, свой путь в будущее. Понять, что страх – это указатель, а не препятствие. Начать выбирать новые реакции, а не повторять старые. Мы повторяем одни и те же сценарии не потому что обречены, а потому что одна часть нас хочет оставаться в привычном, а другая, наша часть, тянется в будущее. Когда мы начинаем слышать обе стороны, внутренние циклы мягко завершаются и появляется свобода. Спасибо, что были со мной. До встречи в следующем видео.